Всем добрый день! Сегодня мы с вами будем пересаживать орхидею. Эта орхидея куплена в магазине, но вот уже один побег у нее отцвел, и я его обрезала, потому что он начал желтеть. Один побег еще цветет, но несмотря на это я все-таки пересажу свою орхидею. Почему? Потому что есть на то причины. Во-первых, пересадка после покупки, конечно же, должна осуществляться, если орхидея не цветет. Но так как в основном в магазинах продают цветущие орхидеи, то ждать, конечно же, пока она цветет, я не буду. Значит, 2 недели после покупки она у меня адаптировалась в комнатных условиях. Я проследила, нет ли здесь паразитов, никаких признаков заболеваний. И важно знать, что при пересадке, грамотная пересадка цветущей орхидеи не повлечет ни сброса листвы, и затем ваша орхидея также будет красиво и долго цвести. Итак, какие же могут быть причины для того, чтобы был повод пересадить, перевалить эту орхидею в другую емкость? Ну, во-первых, если есть какие-то признаки заболеваний, какой-то налет на растении, и если есть вредители. Следующая причина – это слишком разросшиеся корни. Я вижу, здесь они уже выходят за пределы горшка, и к тому же они очень сильно пострадали. Посмотрите, они уже начинают подсыхать. Следующая причина – это то, что цветку не хватает емкости. Ну, вроде бы по размеру орхидеи и по объему горшка можно судить, что вроде бы емкости достаточно. Но вот корневая система уже начинает повреждаться. Следующая причина – это то, что листья у орхидеи могут потерять тургор, упругость, и какие-то появиться дополнительные признаки, например, пожелтение. Я вижу, что эта орхидея начинает уже потихонечку желтеть листва. Следующая причина – это то, что вымывается грунт из горшка, то есть, иными словами, превращается в труху. И последняя причина – это если растение у вас не цветет более 6 месяцев. То есть это все повод для того, чтобы пересадить орхидею в большую емкость и в другой почвогрунт. Я покупаю готовый грунт фирмы Гера. Он называется для орхидей биогрунт Экофлора. И здесь присутствует сосновая кора около 50%, мох сфагнум и древесный уголь. Горшок обязательно должен быть в большей емкости, чем тот, в котором находится орхидея. Его, конечно же, я продезинфицировала. Это горшок, в который будет вставляться вот этот горшок меньшей емкости. Я его продезинфицировала при помощи марганцево-кислого калия. Что мы делаем дальше? Дело в том, что корневая система, если у вас орхидея выпустила вот сюда корешочки на внешнюю часть, да, то вы их не должны ни в коем случае в почву заглублять, потому что они служат и помогают, так сказать, растению. Здесь проходит также фотосинтез. Для этого мы открываем пакет с грунтом. Грунт рыхлый, хороший, с большим количеством включений, с керамзитом также. И сейчас будем заполнять горшок. Но прежде чем мы его заполним, мы, конечно же, на дно этой емкости вбросим такое значительное количество керамзита. Вот такое количество керамзита будет достаточно для орхидеи. И сейчас постепенно будем ее извлекать из старой емкости. Для этого ваша орхидея должна быть достаточно хорошо пролита, чтобы корешочки у нее не повредились.
И, конечно же, бывают такие эпизоды, что очень долго растет в емкости ваша орхидея и начинает прорастать непосредственно в горшок. Поэтому будьте аккуратны при извлечении орхидеи. Посмотрите, пожалуйста, какая была корневая система. Ужасная просто. Я обрезала практически все корни. Я не знаю, насколько хорошо приживется. Хорошенько обработала водой, таким слегка розовым раствором марганцовки. И вот здесь, вот в этой части мне тоже корни пришлось обрезать, поэтому я их сейчас обмакну, немножечко они просохли уже, обмакну в угле толченом, вот таким образом. Всю корневую систему хорошенечко в местах среза надо обработать активированным углем. И там, где вот тоже кончики срезаны, в обязательном порядке. Конечно, растение чувствуется, что оно росло в не очень благоприятных условиях, поэтому не совсем я уверена, что оно хорошо приживется. Так, даем немножечко подсохнуть углю и затем уже будем высаживать. Вот такое количество почвогрунта я насыпала. Посмотрите, тут и присутствует кора, и уголь также есть. Мха здесь не очень много, вот даже крупные такие фракции присутствуют. И сейчас будем ее пересаживать. Главное правило при пересадке орхидеи – это то, что вы ни в коем случае ее не должны после посадки поливать. Ни в коем случае, потому что корневая система уже достаточно влажная, она была помещена в воду на некоторое время. Поэтому для того, чтобы не происходило загнивание корней, я поливать ее не буду. Отодвигаем весь этот мусор. Еще раз хорошенько вот так промакиваю. Аккуратно распрямляю тут оставшиеся корни. Главное условие: ни в коем случае не заглубляйте корневую шейку. Ни в коем случае. И еще раз напоминаю, если у вас есть воздушные корни за пределами почвы, то вы их тоже ни в коем случае не заглубляете. Кстати говоря, вот эти нижние листочки, мы их удаляем, потому что они уже пожелтели, и они, в общем-то, ни нам, ни орхидеи не нужны. Вот таким образом. Все-таки чувствуется, что за этим растением не было должного ухода. И начинаем подсыпать почву, вернее грунт. Он такой достаточно влажный, поэтому полив мы осуществлять ни в коем случае не будем. Это главная ошибка, которую делают те, кто пересаживает свои орхидеи. Опять-таки сильно уплотнять почву вокруг орхидеи нет необходимости. Она должна быть воздухопроницаемой, хорошо пропускать воздух. Так, если надо, немножечко вот так потрясем наше растение, подвигаем. Заполняем хорошенечко. Ну, коры здесь более чем предостаточно. Видите, какие фракции. Мелкой фракции, хотя и крупная фракция встречается. Вот, посмотрите. Сейчас мы это потом все с листочков удалим. Нам главное правильно произвести посадку. Если вы чувствуете, что немножечко у вас произошло заглубление, немножечко приподнимайте ваше растение.
Вот таким образом. Так, сверху можно будет засыпать небольшим слоем вермикулита. Сейчас я хорошенечко листочки промою, чтобы оно у нас себя достаточно комфортно чувствовало. Должны потрогать, попробовать, не качается ли ваша орхидея, насколько она устойчиво держится в почве. И можно немножечко вот так ее опрыскать для того, чтобы смыть грязь всего лишь в почву. Ну и затем аккуратненько вот в этой части скапливается влага, поэтому сейчас я все это промокну ватным диском. Сейчас хорошенечко я протерла листочки. Вот здесь в пазухах ни в коем случае не оставляем воду, поэтому при помощи ватного диска мы хорошенечко протираем, промакиваем листочки, убираем лишнюю почву, которая здесь у нас забрызгала все листочки. Итак, устанавливаем вот такие колышки для того, чтобы при цветении нам было удобно закреплять. И вот сюда. Вот таким образом. Можно сюда же сделать такие интересные украшения для того, чтобы хорошо держалось растение. И вот таким образом наша орхидейка будет расти. Транзит у меня достаточно такой крупный. Много не надо, но хотя бы чуть-чуть, для того, чтобы и влага удерживалась, и для красоты. Ну и будем сейчас наблюдать за этой орхидеей, потому что, еще раз напоминаю о том, что корневая система здесь, конечно, была в не очень хорошем состоянии. Еще раз напоминаю, какие же правила, какие ошибки делают при пересадке. Так, еще раз называю ошибки, которые допускают при пересадке орхидеи. Это посадка осуществляется сразу после покупки. Необходимо растению все-таки дать адаптироваться. Несвоевременная пересадка растения, неправильный грунт, посадка в непрозрачную пластиковую посуду, емкость. И, конечно же, после полива, после посадки необходимо поливать спустя 5-6 суток. И, конечно же, затем подкормка не ранее, чем через 10 суток. Вот такие правила посадки орхидеи необходимо соблюдать. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.